Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я сегодня собралась отдохнуть, просто полежать, расслабиться, почитать, посмотреть фильмы, ну и, конечно, пораскрашивать, но все это практически в формате, в положении лежа. И сейчас я стояла перед стеллажом с раскрасками, которых, как вы знаете, у меня достаточно много. Ну, может быть, не так, как у тех, кто коллекционирует, но в целом достаточно много. И вытащила я, как вы видите, котики «Творческий рай», стала листать. Ну, у меня появлялись мысли, что надо все-таки как-то ее двигать. Ну, так вот, достала ее. И с удивлением обнаружила, что вообще она у меня раскрашивалась по порядку. Ну, может быть, нет, я что-то выбирала, но так или иначе, по факту она у меня раскрашена по порядку. Она у меня появилась в марте 2018 года. И, в общем-то, она у меня выполняла функцию по-настоящему прям антистресса. И раскрашено тут совсем по-простому. Много фломастерных работ. Но тогда мне этот антистресс требовался, потому что у меня как раз мама в больницу попала. Вот. Поэтому, да, я хорошо помню, когда я ее купила, эту раскраску. И вот, как видите, по порядку она у меня заполнена. Даже на такую космическую тематику. Мне больше всего здесь, пожалуй, вот эта иллюстрация нравится. Она уже раскрашена спустя какое-то время. То есть у меня уже психика поуспокоилась, все такое поулеглось. Ну и, соответственно, видна разница между тем, как я раскрашивала. Ну, здесь, видимо, как какой-то такой переходный момент, даже здесь. Да, это тоже. А вот здесь вот это вот, ну, видно, как все и полосило, и тому подобное. Ну, вот эта иллюстрация так себе, но в целом хотя бы старалась. Вот это довольно ровненько. Ну и мне еще нравится вот та, которая я сказала, и вот это. Здесь акварель, причем акварель Фэнси Мимимишки. Здесь я использовала розовый, голубой, там очень классный розовый цвет, фиолетовый. Мне понравилось это сочетание. Собственно, здесь лежит закладка, и больше у меня тут ничего не раскрашено. Вообще удивительно, что так по порядку. И столько работ. Я, честно говоря, не ожидала. Я думала, как всегда, я там буду наверняка красить в разнобой. Ну и я подумала, наверное, надо продолжать в том же духе. Но вот я как сейчас посмотрела на эту иллюстрацию, вот здесь все, что я просто ненавижу. Вот эта вся мелочевка, это настолько не мое, что, наверное, я полистала и поставлю ее на полку. Ну, потому что мне не хочется нарушать вот этот вот порядок. А здесь тоже мелочевка. Вот если вот эту раскрасить, но, повторюсь, будет как-то все нарушено. Наверное, я оставлю эту раскраску пока на время, а там посмотрим. Сейчас я возьму тогда совушки, которая была в тот же момент куплена. Но вообще, если честно, я-то полезла за раскраской Тангла из этой серии. Ну, здесь, как видите, я вначале ничего не раскрасила. Ну, а тут, да, в том же стиле все. Совсем-совсем просто. Я, может быть, даже и что-то поправила здесь. Потому что, несмотря на то, что здесь карандаши, тут все вот, каждая вот эта деталька, и как можно больше цветов. Ну, многие так красили изначально. Ну, вот это я что-то, да, пыталась повторить. Мне не очень понравилось, хотя изначально идея
была хорошая. Ну вот это получше иллюстрация. Здесь я красила не по порядку. Здесь все в разнобой. Это тоже одна из первых иллюстраций раскрашена, совсем простенько. Ну вот это. Пожалуй, здесь мне нравится вот эта иллюстрация. На какой-то она совместник или челлендж была раскрашена, мне так кажется. Ну вот, здесь мне понравилось, как я подобрала цвета. И опять же, здесь акварель. Ну, в кровати я явно акварелью раскрашивать не буду, поэтому... Разве что только акварельными карандашами, но это немножко другое. Ну и судя по закладке, последняя раскрашенная работа была именно вот эта. И опять же акварелью, и в целом очень даже неплохо смотрится. Да, наверное, если пересмотреть свое отношение к данным раскраскам и к материалам, которые здесь должны использоваться. Ну вот еще. То, в принципе, да, наверное, если сделать ее акварельной, она пойдет. Но, к слову, здесь и иллюстрации получше, чем в кошках. Вот еще тут. Это, по-моему, фикс-прайсовские какие-то фломастеры и гелевые ручки с блестками. Но в целом тут тоже много чего пораскрашено. Вот еще, например, да, тут тоже много чего раскрашено. Это прям даже неожиданно. Конечно, где-то совсем пестро. Я еще подумала, что где-то что-то может быть и маркерами можно раскрашивать. Но в основном я думаю, что под акварель. Буду сейчас выбирать вот из этих Крис Ридл, который тоже я давненько не раскрашивала. Танец на коленке и Джоанна Бесфорд «Удивительные джунгли». Ну вот одна из последних иллюстраций, видимо, вот это вот. Здесь карандаши, сухая пастель. Вот я тоже не знаю, чем-то таким тут пораскрашивать. Ну вот этот меня раньше всегда пугало. Сейчас, я думаю, я бы смогла нормально раскрасить более-менее. Ну вот пока я в раздумьях. В принципе, здесь вот такие сюжетные иллюстрации, как я люблю, уютные такие. В целом даже можно лежа раскрашивать. И можно взять акварельные карандаши, кисточку с резервуаром поразмывать. Возможно, так и поступлю. И вот эти неплохие. Вот может быть. Как-то так, для разнообразия. Сейчас полистаю раскраску Крис Ридл. Вроде она простенькая, очень-очень милая. Нет, пожалуй, ее я поставлю на полку и посмотрю, что можно вот здесь раскрасить. Но тут хочется карандашами красить. Что я последнее? Последнее я вот это раскрашивала. А вообще да. Возьму-ка я ее. И карандаши я тоже уже себе выбрала. Во-первых, это будут вот такие акварельные карандаши. Карандаши для кожи. Я буду раскрашивать какие-нибудь узоры
потому что больше я их никуда не применяю. Нет, они неплохие, просто как-то вот для кожи я вообще считаю, что они не подходят. Их, мне кажется, назвали так просто по подборке цвета, но красить как-то не знаю. Вот эти акварельные карандаши я очень люблю, хотя в основном пользуюсь манделузами. У меня максимальный набор. Но вот эти неплохо брать, допустим, куда-то с собой. И очень хорошо, что в отличие от многих других акварельных карандашей, я уже рассказывала, можно их использовать как в сухом виде, так и с размытием. Хотя так можно использовать любые карандаши акварельные, но у этих как бы нанесение такое вот, как у обычных карандашей. И также возьму подарок Оксаны, вот Берлинга, только у меня тут один карандаш, видимо, где-то в работе. Надо сейчас найти и положить, потому что я эти карандаши взяла в основном из-за коричневого цвета. Мало ли пригодится мне в джунглях. Вот. Мой дыхательный день в полном разгаре. Я просто весь день спала. И сейчас решила все-таки пораскрашивать. Но не знаю, у нас дома очень-очень жарко, поэтому как-то не располагает. Перебрала все иллюстрации в подготовленной раскраске, но, в общем, остановилась вот на этой. Ну и Vista Artista использую. Не знаю, как-то раскрашивание идет без особого удовольствия. Наверное, еще немножко полежу. Ну, не знаю. Под сегодняшнее мое настроение иллюстрация не зашла, плюс очень жарко. Как-то так. Пересела я все-таки за стол, решила дораскрашивать, вот как водится, сухая пастель. Вот это вот дала, где-то схватилась, видимо. Ну ладно. В общем, вот эту картинку красила и в целом немножко сухой пастели нанесла. Нужно еще больше будет сейчас разнести чем-нибудь этот фон, потому что, ну, в жизни на самом деле смотрится нормально, а на камеру видны вот эти пятна нехорошие. Меня это уже, честно, бесить начинает. Потому что в любом случае работы же мы показываем. Ну, как бы пальцы, вот эти вот следы, они видны и так, и так. А все остальное, оно как бы нормально в жизни выглядит. И получается, что нужно добавлять еще больше сухой пастели. Как-то вот. Ну, а тут вот переходы нормально получились. Ну, я честно скажу, без особого удовольствия почему-то красила. Вчера мне казалось, что я прям с удовольствием буду, сегодня нет. Ну, как-то так. Ладно, в любом случае разворот сделан уже неплохо. В общем, день, который я хотела провести лежа, я как-то, знаете, он мне тяжело впервые дался, в том смысле, что дома было очень жарко, и поэтому, ну, не знаю, я большей частью спала, пораскрашивать, как вы видели, получилось немного, ну, а на следующий день, ну, то есть вчера, я много чего делала по дому. Ну, а сегодня решила доснимать этот влог. Кстати говоря, вчера я получила вот такой вот монопод для смартфона, как раз вот с символикой «Активный гражданин», ссылка на который у меня под видео на приложение. Я вам уже показывала, что, ну, это приложение, в котором можно участвовать во всяких голосованиях, но это вообще в основном для тех, кто живет в Москве, потому что там привязка идет к mos.ru. Ну, там как бы вход в аккаунт, он идет именно, если вы имеете доступ к mos.ru. И там можно обменивать баллы на всякие походы в театры, выставки, ну и прочее.
Также там есть промокоды в разные магазины, и вот я чаще всего беру в магазин Леонардо промокод на 500 рублей и трачу там на всякие приятные для себя вещи. В основном я беру дервенты, карандаши. До этого, пока там не было такого магазина и вообще промокодов не было, я пополняла карту «Тройка» на проезд в метро. Но там еще можно и парковочные места оплачивать, и еще что-то. Ну, короче, много всего. То есть каждый человек для себя найдет что-нибудь интересное. Вот. А тут мне прислали сообщение, что я, в общем, выиграла монопод. Уж не знаю за что, но факт тот, что я его выиграла, и очень было приятно. Можно было где-то там получить, пойти. Там может и курьер принести, но я выбрала пикпоинт, причем это все бесплатно доставили. Здесь монопод и к нему пульт. И очень красивый цвет, который мне нравится. Вот, поэтому я прям рада. И знаете, что ценно? То, что держатель для смартфона, он как бы прикручивается. То есть вот он здесь в комплекте лежит. И, в принципе, если мне монопод не понадобится, я могу держатель использовать. К тому же для нас, кто снимает видео, знаете, что держатели только так летят, так что он пригодится. И все вот так солидно упаковано. Я прям рада. Здорово. Пульт, в общем, точно такой же, как и в Fix Price я брала. Он, кстати, тоже довольно приличный. Здорово. Прям вообще. И здесь еще есть часть, видимо, к штативу может прикручиваться, что-то такое. Приятно было выиграть. Ссылка на регистрацию в активном гражданине под видео. Так что, если вы живете в Москве, регистрируйтесь, получаете баллы. И что-нибудь тоже обмениваете их на полезные для себя вещи. Если, например, у вас есть дети, то там, по-моему, кораблик или детский мир или еще что-то. В общем, полно всего. Так, и еще я вчера заходила в Fix Price, купила себе вот такой вот корректор Берлинга. Просто, чтобы когда нужно на всяких иллюстрациях точки делать. То есть, понятно, для контура он не очень-то подойдет, потому что нужно ж нажимать, и он будет растекаться. А вот для всяких точек подойдет идеально. В общем, в любом случае, в этом влоге я хочу еще что-то пораскрашивать. И раз уж я взяла танец на коленке, то пораскрашиваю здесь. Сейчас я что-нибудь для себя выберу здесь. Вообще мне хотелось бы, наверное, применить вот эти карандаши для кожи, потому что они просто так лежат. И выбрать я хочу какой-нибудь, наверное, узорчик. Но такой несложный. Так, для интереса. Павлин вряд ли. В общем, ладно, сейчас я выберу и вернусь к вам. Мне приглянулось несколько иллюстраций, появились разные идеи, но я решила пока пораскрашивать вот эту, потому что она как бы попроще, в том смысле, что, хочу здесь на этой бумаге карандаши попробовать, посмотреть, как оно что, потому что по факту я раскрашивала ими, по-моему, один раз мандалу, совсем просто, без наслаивания, без всего. И, по-моему, еще где-то применяла, но тоже как-то без всякой как-то затеи. Поэтому хочу здесь попробовать, посмотреть, как они будут смешиваться, наслаиваться. Потом уже посмотрим. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Сейчас выберу тут какие карандаши. Начну, наверное, как с самого светлого. Здесь много элементов. И, понятно, что я не раскрашиваю эти элементы, как раньше, когда я только начинала вот каждую детальку, потому что, на самом деле можно так раскрасить, и даже получится красиво. Но это долго, и это надо все любить. Раньше... как-то сначала это было в новинку, потом это стало отпугивать, потому что это долго, и на тот момент вообще не было опыта, и вот раскрашивали, допустим, фломастерами, и брали, я думаю, многие это помнят, брали чуть ли не всю палитру, вот,
Ну, а сейчас, когда уже раскрашиваешь карандашами, то вот можно вот так вот с переходами что-то понаслаивать. И тут уже абсолютно не надо каждую маленькую детальку прокрашивать. Можно единственное вот брать такими элементами и соединять несколько групп карандашей, и получится, в общем-то, неплохо. Мне вот эта бумага здесь, кстати, нравится. Да, она не допускает карандаши, то есть эти фломастеры. Мне даже кажется, что если фломастеры каждый день использовать, они все равно, наверное, будут здесь протекать. Хотя я не пробовала, но честно, и не хочу, мало ли, испорчу раскраску. Хотя я не скажу, что мне здесь прям все иллюстрации нравятся, но здесь много хороших, и, в принципе, раскраска классная. Но вот мне нравится то, что бумага очень приятная на ощупь, она такая гладкая, но, как ни странно, карандаши неплохо здесь ложатся. Вполне неплохо, и дают блеск, получается, а уж если натереть, то еще лучше. Короче, мне приятно ее красить, но я ее не задействую, эту раскраску, каждый месяц, потому что, ну, во-первых, много всего другого, что-то новое появляется, что-то забытое старое достается, плюс те раскраски, которые идут из месяца в месяц. Но вот так вот иногда очень даже приятно. И в основном она у меня, да, как бы карандашная. Ну, изначально я про эти карандаши здесь хотела сказать, что очень плохо, потом подумала, что не совсем, и сейчас я думаю, что даже вообще неплохо. Нормально ими можно красить. И я еще вот сейчас убедилась, что, наверное, это была нормальная покупка. Для кожи, если уж кто красит, то, конечно, лучше брать другие, какие-нибудь получше. Причем, мне кажется, даже если нет возможности покупать там большой набор, можно поштучно несколько хороших взять и все. А вот так, как набор коричневых, супер. Я уже раскрасила, сейчас покажу результат, а для начала немножечко похвастаюсь. Как вы знаете, я люблю свечки, у меня всегда во всех видео, ну, в хобби-влогах далеко не всегда, потому что бывает, что, ну, красишь, и как-то в кадре свечка вроде бы она и уют создает, но все-таки, сами понимаете, что когда много бумаги вокруг, то лучше бы свечку рядом не ставить. А в лайф-влогах я очень часто зажигаю свечки. Ну и, короче говоря, у меня вот таких стаканчиков оставалось очень много. И там, как всегда, знаете, вот то в свечке вот здесь вот не догорает, да, то еще что-то, то уже непосредственно на донышке остается. И жалко выбрасывать. И я сегодня решила попробовать сделать свечку. Я купила на Wildberries фитиль, там 1 метр, меньше 100 рублей по акции. Стоил самый простецкий, без вот этой металлической штучки. Ну и, соответственно, я в лайф-влоге показала, как я это сделала. Все свечки по очереди растопила на водяной бане. Вот такие слои получились. Но просто здесь я подождала, когда застынет. А тут мне уже было некогда ждать. Я решила вот прям так. Опустила туда сразу фитиль. Ну, на кухне делала, поэтому за ручку шкафа привязала его, чтобы он вот так вот держался. Ну и все, как бы, и слоями заливала, и дождалась, пока все это дело застынет. Таким образом, все свечки, которые я купила и использовала, то, что у меня там на донышке осталось, в помойку не полетела, а вот получилась еще одна свечка. Аромат не пропал, здесь преобладает икеевский перчик, очень прикольно. Это вообще мой любимый аромат. Так что я довольна и выбрала самый красивый вот такой стаканчик. Теперь я буду так всегда делать. Ну, потому что фитиль метр его хватит, то что вот фитиля ушло вот, собственно, столько, сколько здесь свечки, и еще там, может быть, сантиметр. Так что это не так много, хватит его на несколько применений. Вот, например, здесь вот я потом, ну, буду зажигать свечку, потом вот остатки, и вот эту часть тоже можно будет растопить. Это все делается за считанные минуты. Плюс у меня здесь еще одна свечка не ароматизированная. Ну, в общем, как-то так. Имейте в виду.
что так можно. Нет, ну, наверное, собственно говоря, это явно вряд ли моя идея, просто я как бы этим не интересовалась и решила сама для себя. Ну, наверняка так тоже многие решили, так что вот. Раскрасила иллюстрацию. Кстати, эти свечки, они довольно же долго горят, то есть у меня они, ну, у меня быстрее всего, но и то относительно наверное, я покупала либо в начале 2 свечки с перцем и с манго, мне кажется, либо в конце осени, может быть, либо в начале весны, я честно не помню сколько, но, в общем, это максимально быстро они у меня прогорели, а так многие и по году, и по 1,5 живут, ну, а потом вот, пожалуйста. Правда, я не знаю, сколько эта свечка по итогу будет гореть. Ну, а вот что у меня получилось. Я здесь блендером от карандаш прошлась, потом сухой этой салфеткой бумажной для большего блеска. Но мне эта бумага нравится тем, что здесь и так само по себе все блестит. Ну и цветовая вот такая гамма мне нравится. Так что карандаши точно не будут лежать. Ну, а этот влог я буду завершать. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения абсолютно во всем, творческого подхода и в раскрасках, и в быту. До скорой встречи. Всем пока-пока.